очень сложные у меня отношения с Могилевым. Я думаю о Могилеве в рамках какого-то стокгольмского синдрома. Меня зовут... Я бывший корпоративный работник, нынче активист, ВВТК-активист. Живу в Могилеве, учился в университете транспорта, год 1 год учился в Лунском университете в Швеции. То, что лично я в своем активизме очень много делаю для Могилева, я так считаю. И с одной стороны, я нахожу Могилев как город возможностей, что тут очень много чего, как говорится, не спаханной целины, и то, что очень много чего можно менять. Но с другой стороны, это город очень скованный, и он очень плохо поддается изменениям. Короче, это как жить на тяжелых настройках в игре какой-то, вот. Лично мои отношения с ним сложные, противоречивые. Я очень много раз отсюда уезжал. Я люблю не город, я люблю людей, которые здесь живут. Мне хочется, чтобы они жили в лучшем месте. Мое становление как гея, в школе было очень сложно, когда ты начинаешь осознавать свою идентичность, когда ты не видишь вокруг себя какого-то поддерживающего опыта, когда ты живешь и видишь вокруг себя все вот это гетеронормативное и думаешь, что с тобой что-то не так. Все, что я делал, наверное, смотрел дома сериалы всякие, там типа Queer as Folk. Это, наверное, единственное, что меня поддерживало и помогало мне осознавать то, что мир не такой однобокий, какой мне кажется. Это высотка в центре города, 16-этажная, довольно старая. Это прям место тусовок всего Могилева. Сюда приходили очень много людей, которые выпивали здесь, шумели, писали на стенах всякие послания друг другу. И я сюда тоже часто приходил со своими друзьями, и мы тоже здесь пили, шумели. И это место было для меня такое место откровения, где я мог делиться с друзьями своими какими-то переживаниями, своими проблемами. Сложно было делиться им без алкоголя в то время, потому что тебя растили в таком очень сдерживающем сообществе, которое не предполагает то, что мальчик должен проявлять чувства. Мы находимся на 16 этаже, вот закрытые балконы, вид на город. И происходили всякие первые мои попытки осознать свою сексуальность с другими парнями, поэтому для меня это место очень важно, оно очень эмпатичное. У меня были здесь друзья, это были обычные гетеросексуальные люди, которые просто меня поддерживали, а вот с точки зрения людей из комьюнити очень сложно было. Львов, специфика его такая, что это, наверное, самый один из консервативных городов Беларуси. Я вернулся только после учебы, только тогда я нашел там 2 своих лучших друзей здесь, которые были парой, и вот только тогда я понял, что в городе живут реально разные люди. Я уже много уезжал раз отсюда, я и учиться уезжал на 5 лет, и потом уезжал работать в Москву, Екатеринбург. Я, честно говоря, не могу ответить на вопрос, останусь ли я здесь. Пока я занимаюсь здесь активизмом, я получаю в этом какой-то отдачу от людей, которым мы открыли другой город, в смысле нашей инициативы «Новые регионы». Я, наверное, буду здесь, пока у меня есть силы. Милиция преследует людей в регионах, угрожает им, что они увеличат их идентичность. Нужно очень много ресурсов, чтобы оставаться здесь и хотя бы позиционировать себя как открытый человек, не говоря о том, чтобы публично сражаться за свои права и отстаивать свои права. Привет, меня зовут. Мне 21, по большей части позиционирую себя как художник. Учусь на факультете иностранных языков. Если говорить о своей ориентации, то скорее би. Я никогда не относилась к городу с какой-то любовью или ненавистью. Мне приятен этот город, потому что все-таки это мой родной город. Я здесь прожила всю жизнь. Были неприятные какие-то моменты, и ты не всегда можешь быть собой, не всегда можешь самовыражаться. Если ты внешне хочешь выглядеть как-то иначе, не всегда тебя здесь будут принимать. Я начала осознавать это где-то лет в 13, и сложно было об этом и говорить, и чтобы тебя тем более кто-то поддерживал, и тем более найти какого-то человека, который помог больше разобраться в себе. Это практически центр города, находится за Советской площадью, за церковью. Здесь, как по мне, хороший вид. Здесь достаточно близко знакомилась с одной из своих девушек, там есть какие-то воспоминания, и когда отношения зарождаются, когда вы еще знаете друг друга, и можно где-то походить, где никто тебя не осуждает, и где ты можешь, наверное, от всего спрятаться. На самом деле, мне кажется, что все зависит именно от меня, то есть у меня нет места в городе, где я могу чувствовать себя открытой, потому что раньше я не чувствовала себя открытой как человек.
А с возрастом у меня там появлялись седой волос, татуировки, мне становилось все равно, в принципе, что люди думают, я привыкла к какому-то сначала вниманию, потом к равнодушию, я уже везде, в принципе, чувствую себя комфортно. И, наверное, еще одно место, которое мне близко, это Ленинское, потому что там, особенно летом, собирается какая-то тусовка, какие-то песни, разговоры, там абсолютно разные люди с разными идентичностями, и, в принципе, там комфортно. Могилев тормозил мое становление как, не знаю, бисексуального человека, потому что здесь очень сложно было найти кого-то, кто тебя понимает и принимает. Я не считаю наш город толерантным, поэтому, мне кажется, здесь скорее сложно признаться в чем-то. Я хочу уехать и давно не планирую, и в Могилеве, не в Беларуси, по моему мнению, нет особо большого пространства для молодежи, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы быть кем-то, не кем-то, кем тебе хочет здесь общество, а тем, кем ты сам хочешь стать. Я считаю, что сейчас люди становятся более видимыми, потому что видят каких-то других ярких людей, которые подают сигналы, носят наклейки, ходят. Я думаю, что изменения в данном случае не в городе, а в самих людях. Люди стали более раскрепощенными, люди увидели какие-то инициативы, где можно собираться, где можно общаться. Люди начинают потихонечку выходить из подполья и начинают переставать бояться говорить об этом. Эта фаза, это пройдет. Ну вот мне 20 лет, и это не прошло. Привет, меня зовут. Я занимаюсь музыкой, я продюсер. И также по совместительству я и певица своих песен. Я драг-квин. Я выбираю драг как свою публичную идентичность, потому что для меня, мне кажется, это способ создать персонажа, который будет интереснее, который будет ярче, который будет привлекательнее для широкой публики, и через которого я смогу транслировать лучше то, что я хочу сказать. Когда я приезжаю в Могилев, у меня такое ощущение, как будто я приехал в санаторий. Там ничего не происходит, там все те же люди, там никуда не надо бежать, там никуда не надо спешить, все спокойненько себе живут. Но также это город, в котором практически ничего не меняется, и как все было десятки лет назад, так все и осталось. Я как человек, идентифицирующий себя как гей-мужчина, я не чувствую себя безопасно на улицах Могилева, потому что я знаю, что случаи дискриминации, случаи какого-то насилия очень частые и очень реальные. Я переехал в Могилев, когда мне было 10 лет, и именно тогда я начал осознавать, что моя сексуальность отличается от той сексуальности, которую я вижу у людей вокруг. Я не понимал, что со мной происходит. Я никогда не слышал о том, что существует гомосексуальность, что это нормально. Я искал в интернете, является ли то, что я чувствую, болезнью, или что это вообще такое. В конце концов я понял, что существуют геи, и скорее всего я один из них. Но я не мог этого принять долгое время. Образ гей-человека, который я знал через общество, это был ярко негативный образ, и для меня принять просто то, что я какой-то плохой человек, было очень трудно. Я, наверное, какое-то определенное время искал, как мне вылечиться, или как мне исправиться, как мне себя перевоспитать. И, к сожалению, очень часто я даже находил советы, что эта фаза, это пройдет. Но вот мне 20 лет, и это не прошло. Я, наверное, начал замыкаться немножко в себе, немножко отходить от общества, и просто я понял, что либо я принимаю себя, либо я принимаю общество. И, к счастью, я принял себя. Место, в котором вы находитесь, это место, в котором я занимался в музыкальном кружке. И почему оно мне дорого? Из-за преподавательницы. Она единственная не внушала мне какой-то тревоги, потому что мы с ней занимались творчеством. А это принято считать не маскулинным чем-то. Поэтому определенное ощущение реализации своей более женственной части я получал, наверное, на этих занятиях. Она не пыталась общаться со мной как с мужиком, не проецировала все эти понятия на меня. И я с ней чувствовал себя максимально комфортно и максимально собой. Везде, всегда я чувствовал какую-то небезопасность, непринятие себя, тревожность. И даже дома, к сожалению, на тот момент, когда я жил в Могилеве, у меня не было ни одного места, кроме этого кружка, где я чувствую себя нормально. Сейчас
Почему таким местом стало кафе-буфет? Я там себя чувствую немножечко, как будто бы я в Польше, и как будто бы не нахожусь в гомофобном, ужасном сексистском, патриархатическом обществе. Я был закрытым геем, то есть я никому не рассказывал о своей сексуальности, потому что это было небезопасно, я это понимал. В Могилеве люди, с которыми я поделился своей идентичностью, настолько близко, можно в буквальном смысле посчитать по пальцам. Я переехал в Польшу в теории для того, чтобы учиться, но на самом деле больше я приехал сюда в поиске нового опыта. Европа — это максимально толерантное, максимально открытое общество, в котором я могу вести открытую жизнь, полностью себя принимая, полностью быть принимаемым. Но не до конца все оказалось так, хотя и намного лучше, чем в Беларуси, в принципе. Это мне позволило найти ту сторону себя, которую я очень вряд ли нашел бы, находясь в Беларуси. Здесь я познакомился с человеком, который дал мне уверенность в себе, который смог поверить в то, что музыкальная карьера возможна, именно как карьера. Захочу ли я вернуться в Могилев? Наверное, нет. Если станет ситуация лучше, это все будет происходить медленно. Старшее поколение уверено максимально, что таких людей не существует, что ЛГБТК+, это выдумки Запада, это какие-то абстрактные, непонятные, сумасшедшие личности, которые где-то там в интернетах или в Европах или в Америках что-то там вытворяют, выходят, раздеваются на улице и проводят ужаснейшие гей-парады. Хотя на самом деле, на своем опыте я знаю, что люди ЛГБТК+ есть везде, потому что это не культуральное явление, это обычная, это человечность. Просто люди так созданы, что люди иногда не являются гетеросексуальными, цисгендерными. Привет, мне 20 лет. Сейчас я заканчиваю Могилевский державный университет имени Аркадия Кулешова по специальности археология / преподаватель истории и обществоведения. Параллельно с этим работаю в Бургер Кинге. До лет 17 я презирал Могилев, ненавидел его, хотел отсюда всячески уйти, сбежать, потому что каждый день происходил какой-то трэш, от которого хотел просто исчезнуть. С лет 18, когда уже перестал скрывать свою идентичность, открыл я, что тут есть такие же люди, как и я, которые также сталкивались с такими же проблемами. Я побывал в других городах, в России, конечно, Могилев не такое плохое место. Я жил в таком районе, в окрестностях города, где люди такие любили выпить в основном, и к такому всему относились крайне плохо. Я чувствовал себя просто ужасно, я думал, что какой-то чудище, монстр, что так не должно быть, пытался это всячески скрывать. Потом вступил в университет, и на первом же курсе перед своими друзьями совершил каминг-аут, и они, на удивление, вообще никак не восприняли, сказали, что ну, типа, все равно. Сейчас, допустим, я это вообще не скрываю, все знают, что они практически с никакой ненавистью не сталкивались, большинство моих преподавателей знают и всячески поддерживают. И вообще для меня Кулешова — это прям место, где мне очень хорошо. Именно как когда я чувствую себя прям комфортно, знаю, что там со мной ничего не случится. Это место называется Парк 60-летия Великому Октябрю, но в простонародье он называется Поле у Цветова. Здесь я познакомился с очень важным для меня человеком. Здесь мы первый раз встретились и, можно сказать, последний раз попрощались. Если знаете переход под мостом через Пушкинский проспект, там часто собирались раньше панки, и я там раньше часто тусил. Из-за того, что они панки, им вообще было вообще все равно, и они меня, можно сказать, приняли и стали как небольшой такой семьей, и это очень клевое место для меня, это тоже много значит. Сейчас можно сказать, что я к Могилеву отношусь нейтрально. Для меня это сейчас просто место для проживания. Я хочу уехать, и мне много придется ехать, потому что у меня распределение в другой город. Я не думаю, что я смог бы жить здесь
всю жизнь, потому что многие воспоминания они так душат меня, так что я думаю, что я сюда не вернусь. Меня зовут. Я бисексуалка, я учусь на программистку, чем я занимаюсь в Могилеве, это волонтер в Могилеве. Как ЛГБТК человек, я чувствую себя нормально. Ну, это только мое ощущение. Лично я не сталкивалась с какими-то сильными негативными ситуациями. Я поняла и приняла свою идентичность, когда я приехала жить в другое место и поступила в университет. Я решила пробовать быть открытой. И меня удивило, что многие люди, которым я рассказывала, и которые даже не были сильно со мной близки, те же одногруппники, они не реагировали на это негативно. Первые вот мои шаги к такой открытости, то, что они не были восприняты в штыки как-то, это, мне кажется, помогло мне в дальнейшем быть более спокойной с этим. Это парк, сквер, аллея на Минжинке. Это район, в котором я провела практически всю свою жизнь. Я выбрала это место, потому что, во-первых, оно больше всего у меня ассоциируется с детством, а детские воспоминания для меня самые ценные. Грустопом Европы и какие-то его свои приколы я только начала относительно недавно замечать. Я к Могилеву за все время испытала весь эмоциональный спектр. Я его и ненавидела, я его и любила, и мне его было жалко. Раньше я очень хотела уехать. В последнее время мне не хочется прям переезжать. Мне стало здесь спокойно и приятно. Стало появляться куча людей в моей жизни, которые делают желание здесь своей жизни. Меня зовут, мне 23, и я бы хотела сказать, что я полисексуальный. Я до мозга и костей мерч, и, наверное, это самое лучшее, что есть в моей жизни. Да, моя работа — это самое лучшее, что есть в моей жизни. Могилев для меня — это люди. Как бы странно ни звучало, любой город описывает его люди, его отношения. Я очень люблю этот город, потому что здесь есть люди, и я одновременно его ненавижу. Могилев для меня богат историей, богат культурой, богат событиями и моей жизнью, но не люблю я его за весь узкозорный круг. На самом деле, я никуда открыто на площади я не выходил и не говорил о том, что я бисексуален или полисексуален. Для тех людей, которые конкретно задавали мне этот вопрос, я всегда открыт, и я всегда говорю о том, что у меня есть своя песочница, да, есть свои вкусы, есть свои правила. Родителям где-то в университете, на работе я не говорила о своей идентичности. Мы находимся на улице Сурганова. В черте города есть маленький кусочек природы, где ты можешь почувствовать себя самим собой. Это место важно для меня тем, что здесь я открывал себя, открывал все свои чувства, свои любые творческие способности, и здесь я был в гармонии с собой. Всех своих людей, всех, которые нужны тебе в жизни, можно найти где угодно. Вне зависимости, находишься ты в городе, в глухой деревне там. Я очень долго и много размышлял над тем, как хотел бы я остаться или уехать. Скорее всего, на тот момент, на который я себя сейчас чувствую, я бы хотел остаться в этом городе, я хотел бы дальше развивать этот город. Настолько, насколько я могу его развивать. Да, возможно, переезд — это хорошая точка начала, но я не хочу начинать, я уже начал.
Этот город можно любить только когда ты на расстоянии от него. Меня зовут небинарная персона, местоимение «они» и иногда вообще абсолютно любые, то есть он, она тоже. У меня очень сложные взаимоотношения с Могилевым. С одной стороны, когда вот я нахожусь в Петербурге, я периодически, правда, скучаю. Но, тем не менее, каждый раз почему-то, когда я приезжаю, это чувство довольно быстро пропадает. Этот город можно любить только когда ты на расстоянии от него. Да, у меня есть опыт становления как ЛГБТК-персоны, именно связанный с Могилевым, причем он очень тесно связан с моими родителями, которые удивительно, но практически не старались как-то влиять на меня в этом плане, чтобы у меня не формировалось никаких гетеронормативных установок в голове. С самого детства, с самого юношества, мне кажется, постоянно испытывали симпатию, причем вот как к девушкам, так и к парням. У меня ни разу в жизни не проскользнула мысль о том, что это неправильно. И меня это поражает на самом деле и воодушевляет. Печерский лесопарк для меня служил как укрытием в те моменты, когда мне было очень тяжело, одиноко, грустно, так и место, где можно прекрасно провести время со своими друзьями. У меня есть такая привычка, когда мне очень тяжело, я чувствую себя подавленно, я убегаю в лес и стараюсь затеряться там, свернуть с тропинки, пойти куда-то не туда, где никогда не были вообще. Когда ты теряешься, это становится первостепенной твоей проблемой, и единственное, о чем ты думаешь, это найти выход из этого леса. Ну, история, почему уехали, именно довольно долгая, потому что как раз таки в интернете мы завели такие вот отношения на расстоянии с девушкой из города в России. Она очень стремилась в Петербург, и это была ее мечта, которая потом стала и моей. Про ситуацию в других областных центрах и городах, если честно, мне не очень хорошо известно. Мне кажется, подвижки есть в Минске, в Могилеве только потому, что вот знакомы с новыми регионами, можем судить по этому, что раньше такого не было. Значит, да, определенно подвижки в лучшую сторону есть. Насчет возвращения в город, даже не знаю. Я очень люблю свой дом, и у меня теплые воспоминания о нем. И да, там было очень много тяжелых моментов, но мне кажется, что я буду возвращаться все равно. Могилев, да, может не на долгий период жить, именно вот постоянно я не хочу в Могилеве. Но когда 18 лет проводишь в этом городе, понятное дело, ты его никогда не забудешь и просто так не оставишь.